Счастье, счастье, счастье летит. Счастье летит. В 23-й год. Крепко за него держимся. Сила духа, философия жизни и позитив. Вот на этом держимся с вами в 23-м году. Несмотря ни на что. В сегодняшнем видео мы с вами немножечко заранее подготовимся к новолунию, которое будет 20 февраля в знаке зодиака Рыбы. Новолуние в знаке зодиака Рыбы. Очень непростое новолуние. С одной стороны, а с другой стороны везучее. Вот такое везение есть в этом новолунии. Вот подсказки, которые дает нам это новолуние в знаке зодиака Рыбы, оно нам дает подсказки какой-то везучести, какого-то везения. Удачно складываются в этот период звезды. Ну что, мои хорошие, давайте подробно посмотрим. Ну а вижу Розану, слышу такие слова. Сразу, конечно же, вот такой вот красивый, счастливый лайк. Лайк любви и удачи. Спасибо, вижу, что поставили. Всем спасибо, кто становится спонсорами канала, кто поддерживает канал. За лайки спасибо. Итак, начинаем. Новолуние 20 числа в знаке зодиака Рыбы. Венера находится там на пике в экзальтации. Она 20 числа еще находится в знаке зодиака Рыбы, но уже совсем на выходе. Следующий просто вечер совсем делает переход 20 числа совсем вечером, переход делает в знак зодиака Овен. И тоже там Венера очень красивая, о которой мы отдельно будем говорить. Итак, само новолуние с Венерой, которая еще находится в знаке зодиака Рыбы, совсем на выходе. Накануне 19 числа эта Венера, она вот на последних градусах, всегда, когда планета на последних градусах, она всегда очень положительная и дает очень сильную энергию. Так как это Венера, и находится она в экзальтации, а Венера – это наше счастье, это наше удовольствие, радость, исполнение мечты, исполнение желания, это романтика, это финансовая стабильность. Вот такая Венера, а еще находясь в экзальтации, делает роскошный секстиль к Плутону. Вызов такой делает к Плутону. Что показывает этот аспект? Что он нам показывает? Само новолуние. Конечно же, новолуние – это новые планы, это новые идеи, это новые перспективы, это то, что мы что-то хотим построить, какое-то что-то новое хотим, желания какие-то наши есть. Это, конечно, в новолуние. И такой роскошный секстиль между Венерой и Плутоном говорит о том, что Венера вызов дает Плутону. Она его приглашает. Во-первых, очень сильный материальный вызов. Хороший, можно сделать очень хорошую сделку. Хорошая купля-продажа. То, что если вы продаете, вы очень успешно что-то продадите. Либо планируйте вот в этот период что-то продавать. Этот период длится 2 недели. До 20 числа он уже начинает действовать, а после 20 еще берет 2 недели. То есть период достаточный такой. Поэтому я немножко заранее делаю, чтобы кому-то, если нужно подготовиться к какой-то продаже, вы смело можете ставить на продажу. Венера вызов дает Плутону. Плутон этот вызов принимает, потому что это гармоничный аспект. То есть очень хорошую, готовьте что-то, удачно продадите. Если вы хотите приступать к новой работе, вот в этот период приступайте. Если вы хотите что-то новое открывать, в этот период открывайте. Если вы хотите
сделать какую-то сделку финансовую, переоформить финансовые дела, что-то с банком какие-то перезаключить. Тоже очень хорошо в этот период. Сделка будет удачная, хорошая, и от этой сделки только вам будет прибыль. Следующее, какой вызов делает Венера. И еще о чем она говорит, делая такой секстиль к Плутону. Она его приглашает к романтическим отношениям, к страсти, к свиданию, к романтике, к приятным каким-то словам, к речам. Ну что-то сделать приятное. А посмотрите, а накануне этого новолуния у нас идет Сан-Валентайн, то есть День влюбленных. И он продлится, то есть заранее звезды подсказывают: действуй, ты можешь предлагать, говорить, какое-то романтическое место выбрать, провести там время, сделать подарок такой, тоже все, что связано с искусством, с романтикой, с запахами, с красивыми расцветками, с цветами, с качеством. Маленькое может быть путешествие, то есть очень располагает и такой вызов делает к романтике, к влюбленности, к впечатлениям, к приятным ощущениям. То есть, пожалуйста, такой вот роскошный выстраивается секстиль, возможности вот такие. Это все в новолуние. Дальше 20 числа, уже совсем вечером, Венера сделает транзит в знак зодиака Овен, где она тоже очень любит бывать. Почему? Потому что Овнами управляет Марс. Марс находится в другом месте, но это управитель, то есть выравнивается мужская и женская энергия. Это тоже опять показатель нам о том, что выстраиваются отношения, они становятся, вот эти две энергии, они взаимодействуют, и одной, и другой достаточно. Следующее, этот транзит в новолуние, о чем еще говорит? О том, что там находится Юпитер. Юпитер – это малое счастье. Это большое счастье. Малое счастье идет туда, к большому счастью. Опять это показатель нам очень положительный, говорит о том, что получается, что расширяется, увеличивается. Это прибавление в семье. Вы можете узнать, что вы станете родителями, что вы станете бабушкой, дедушкой. Это финансовое увеличение может быть. Само новолуние будет 20 февраля, а 21 Меркурий, который находится в Водолее, выстроит напряженный аспект с Ураном. Это после полнолуния на следующий день. Но до этого само новолуние – это очень повышенная интуиция. Новолуние в знаке зодиака Рыбы – это повышенная интуиция. Твой эмоциональный фон зашкаливает, и он зашкаливает очень позитивно. Как будто бы ты предчувствуешь, что у тебя все решится. Как будто бы ты понимаешь, что этот вопрос твой тоже решается. Вот оно тебя куда-то выводит, оно тебя куда-то направляет. Вот такое сильное очень новолуние в Рыбах – это повышенный твой эмоциональный фон. Тебе настолько гармонично выстраиваются планеты, что тебе твой эмоциональный фон работает на очень сильном позитиве. И когда ты задаешь себе какой-то вопрос, то ты знай, у тебя уже есть ответ. Ты знаешь этот ответ. Поэтому очень многие, если у вас есть вопросы собрались, которые вы не знаете, как решить, задавайте его в этот период, задавайте себе этот вопрос. Вы этот ответ услышите, узнаете, увидите, ну а самое главное, почувствуете, потому что этот ответ уже есть. Вот таким образом влияет новолуние в Рыбах. Все на такой пике, познания, вот открываются знания, познания, озарения, и они на очень чувствительном уровне. 21 числа
На следующий день Меркурий, а это что? Мысли. Меркурий – это всегда мысли. Меркурий – это энергия жизни. Куда твоя мысль, туда твоя энергия. Если у тебя мысль в негатив, у тебя энергия в негатив. И энергии много, энергии достаточно, но она в негатив. И ее там тоже много. Поэтому да, Меркурий – это мысли. Меркурий находится в Водолее. Здесь свобода мысли. Здесь большой охват мысли. Здесь большой размах твоих мыслей. Тебя идеи новые приходят, у тебя приходят какие-то новые желания, ты даже какие-то пробуешь что-то, ты начинаешь что-то, у тебя интерес возникает. Вот так себя здесь он свободно, а там, где есть свобода, там есть всегда развитие. И вот этот вот свободолюбивый, хороший, красивый Меркурий, который находится в Водолее, он сделает напряженный аспект к Урану. Уран находится в Тельце, а Уран – управитель Водолеев. То есть, посмотрите, опять какая подсказка. Меркурий, то есть твои мысли, делают напряженный аспект к управителю, к своему управителю, к Урану. Выстраивают напряженный аспект, который говорит: ты хочешь быть, напряженный аспект, ты хочешь быть счастливым, хочешь счастья. Как нормальный любой человек хочет быть счастливым. Ты хочешь счастья? Сделай выбор. То есть отвечает тебе вот этот напряженный аспект, он тебе очень четко говорит, что счастье, позитив, философия жизни, вот эта формула, которая самой жизни принадлежит, за которую очень крепко ты можешь держаться, это твой выбор. Его нельзя купить, этот выбор. Его нельзя, никто его не принесет тебе, этот выбор. Его нельзя, не приходит он сам. Только ты можешь его выбрать. Вот есть такое и есть такое. Что ты выбираешь? Если ты выбираешь вот позитив, философию жизни, стержень, вот эту формулу выбираешь, и ты это, или ты другую формулу выбираешь, тебе никто это не купит, никто это не принесет, и оно само не придет. Вот ты стоишь вот здесь, и ты выбираешь сам. Вот что делает этот аспект между Меркурием. Мысли между Меркурием и Ураном. И всегда знайте, это берет 1 секунду. В 1 секунду ты можешь выбрать эту формулу держаться, вырабатывать эти в себе качества, этот стержень, эту формулу, философию. Это 1 секунда, или ты выбираешь другое. То есть от состояния, от этого состояния секунда разделяет нас. Ты можешь либо так, либо так. Выбор за тобой. Роскошный этот напряженный аспект Меркурий выстраивает между Ураном, который говорит: выбирай. Счастье ты не купишь, и оно не придет к тебе. И никто его тебе не принесет. Только ты его можешь сам заполучить. Всего-навсего Меркурий мысли. Всего-навсего выбрать ход своих мыслей. Казалось бы, смотрите, как все просто. Но это не просто. Не каждый человек выбирает это, но не потому, что он плохой, а потому что надо это услышать. Не просто послушать, услышать. Вот кто это услышит, для него это очень просто схватиться вот за эту формулу. Это такая вот чудесная подсказка, которую нам дает вот это чудесное, роскошное новолуние 20 февраля в знаке зодиака Рыбы. Выбор счастья, философии жизни, стержень, позитив, несмотря ни на что, это твой выбор, который ты не купишь, никто тебе его не принесет, и он сам по себе не придет. Это твой выбор. Так же, как это может быть и другой выбор. Вот такая вот ситуация, вот так вот расставлены звезды на это новолуние.
Все, кто меня услышал, все в жизни должны вы знать, все в жизни очень просто. Это просто услышать надо. И постепенно действовать. Постепенно себе это прослушивать. Вот даже это видео, прослушивать его, прослушивать. И оно тебе садится, ты понимаешь, это твой Меркурий. Но мы с вами проживаем по Меркурию. Да, у нас 50/50 Марс и Венера, эти энергии. Без Марса мы встать с постели не можем, двинуться, потому что это энергия движения, это энергия. Без Венеры другие все процессы не происходят. Да, мы состоим, но самый важный это Меркурий, это мысль, потому что энергия жизни, она состоит из твоих мыслей. Итак, счастье – это твой выбор. Никто его не принесет, само оно по себе не приходит, и ты его купить не можешь никакими ценностями. Это ты его можешь только выбрать. А как выбрать? Вот такой чудесный дает нам напряженный аспект. Да, это не просто услышать, что я выбираю это. Это не просто услышать. От этого напряженный аспект. Но если ты это услышал, ты следуешь вот этим подсказкам. Вот такое новолуние 20 числа. Просто роскошное новолуние в знаке зодиака Рыбы. Бесконечно вас всех уважаю. Очень жду от вас лайки, жду поддержку канала, жду подписку. Поддерживайте, подписывайтесь. Всем спасибо большое. Счастья посылаю. Обнимаю вас.